Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами подборкой рецептов глазури для куличей. И, кстати, не только куличей. Ими можно украшать и другие десерты, например, кексы. Здесь есть рецепты глазури на любой вкус, на белках, на желатине, на агар-агаре и простая ленивая глазурь за 1 минуту всего из 2 ингредиентов. А также я предлагаю посмотреть рецепт апельсиновых цукатов. Они прекрасно подходят для пасхальной выпечки. Готовлю глазурь без яиц на желатине. Она белоснежная, не крошится, не ломается и не прилипает. В первую очередь заливаю желатин водой для набухания. В сотейник всыпаю сахарную пудру, вливаю воду, перемешиваю до однородности. Полученную массу надо довести до кипения, чтобы растворилась сахарная пудра. Переливаю ее в миску. Оставляю чуть остыть. Добавляю набухший желатин. Перемешиваю. И теперь все взбиваю миксером до побеления массы и увеличения ее в объеме. Добавляю немного сока лайма. Конечно, можно использовать и сок лимона. Продолжаю взбивать. Когда масса начала густеть, она готова. Взбивала я ее примерно 5 минут. Чтобы глазурь слишком быстро не застывала, и я успела украсить куличи, миску ставлю на кастрюлю с горячей водой. И украшаю куличи. Здесь сильно спешить, как с глазурью на агар-агаре, не надо. Глазурь застывает примерно в течение 1 часа. Предлагаю вашему вниманию рецепт очень вкусной белоснежной белковой заварной глазури для куличей на агар-агаре «Птичье молоко». Глазурь не крошится, не ломается, застывает быстро и получается очень вкусная, как конфеты «Птичье молоко». В первую очередь займемся приготовлением сахарного сиропа. В сотейник я всыпаю сахар и заливаю водой. Агар-агар я также заливаю водой и перемешиваю. Также в сахарный сироп я сразу же добавлю и ванилин, буквально щепотку. Можно использовать и ванильный сахар. И я сейчас начинаю взбивать белок. Добавляю его в миску. Сахарный сироп у меня закипел. В белки я добавила щепотку соли и начинаю их взбивать в крепкие пики. А сироп пускай кипит. Я очень хорошо взбила белки в такие крепкие пики. Сейчас у меня сироп варится уже примерно минут 5-7. Ждем, когда на поверхности появятся такие достаточно большие пузыри. Посмотрите, как у меня загустел агар-агар. И я вижу на поверхности такие достаточно крупные пузыри. Сироп уварился. И я теперь сюда добавляю агар-агар. И все время помешивая, провариваю сироп с агар-агаром примерно минуту. Обязательно до того, как вы начали готовить глазурь, подготовьте все для того, чтобы украсить куличи. Потому что эта глазурь застывает достаточно быстро, она на агар-агаре. Поэтому надо все иметь под рукой, чтобы быстренько все украсить. Сейчас я провариваю сахарную глазурь вместе с агар-агаром примерно минуту. Видите, агар-агар начал вот так вот пениться. Обязательно все время помешиваем, чтобы агар-агар не пристал ко дну. Итак, мой сахарный сироп с агар-агаром уже готов. И сейчас его прямо горячим я буду вливать в белки и хорошо взбивать. Итак, я взбиваю белки и тонкой струйкой лью сироп. Я все хорошо перемешала. Сейчас у меня вот эта масса увеличилась довольно сильно в объеме. И она теплая, поэтому она еще не застывает. Как только масса начнет остывать, она сразу начнет застывать. Взобью еще буквально минуту. И, конечно, при этом способе приготовления глазури белок мы завариваем, что очень безопасно. Итак, моя глазурь уже готова.
Для того, чтобы глазурь не застыла раньше времени, пока я успею украсить мои куличи, я сейчас миску с глазурью устанавливаю на кастрюлю с горячей водой. Я украшаю глазурью кулич. Посмотрите, какая красота получается. Вообще, глазурь, конечно, уникальная. Я всем рекомендую ее приготовить и попробовать. И я решила назвать эту глазурь «Птичье молоко» именно из-за способа ее приготовления. Посмотрите, красиво как. Сразу начинаю украшать. Вообще эту глазурь можно готовить так, чтобы она была более мягкой, более плотной. Все это регулируется агар-агаром. Как вы хотите, так и добавляйте. Добавите больше агар-агара, глазурь получится вообще такая, как каменная. Количество глазури хватит для того, чтобы украсить примерно 5 куличей. Сразу хочу показать, посмотрите. Глазурь, видите, после того, как она постояла, она не прилипает. Но эта глазурь очень нежная. И есть риск, если вы куличи будете транспортировать и плотно что-то к ним прижимать, глазурь может повредиться. Но я вам с уверенностью могу сказать, что эта глазурь самая вкусная. Сегодня готовим очень красивую и гладкую глазурь для куличей без яиц на агар-агаре. Глазурь не крошится, не ломается и не прилипает. С такой глазурью ваши куличи будут самые красивые. Готовится глазурь очень просто. В сотейник я высыпаю сахарную пудру, сразу же всыпаю агар-агар, перемешиваю, вливаю воду и снова перемешиваю. И сейчас эту смесь я отправляю на плиту. Сахарную пудру с агар-агаром надо довести до кипения и проварить буквально полминуты. Смесь очень быстро сейчас закипает, так как воды здесь совсем немного. Посмотрите, все сейчас кипит. Немного провариваю, чтобы начал хорошо работать агар-агар. Добавляю сюда лимонный сок. И мой сироп снимаю с огня, потому что можно, в принципе, назвать это все даже сиропом. Переливаю все в миску. И сейчас все буду взбивать миксером. Что я хочу сказать? Когда вы готовите с агар-агаром, вы должны помнить, что агар-агар застывает очень быстро при температуре примерно 40 градусов. Я сейчас взбиваю, чтобы агар-агар загустел и, конечно, чтобы масса побелела. Я сейчас взбиваю массу примерно 3 минуты. Видите, она уже начинает густеть. Продолжаем взбивать. Итак, посмотрите, какая у меня сейчас получилась сахарная глазурь. Я ее взбивала примерно минут 10. Фактически она у меня уже остыла до тепленького, еле тепленького состояния. И вы видите, она побелела. И чем хороша эта сахарная глазурь? Она отличается от белковой, отличается от глазури на желатине. Эта сахарная глазурь очень похожа на сахарную помаду. Она получается нереально вкусная и вот такая вот, как видите, тягучая, очень интересная. Сейчас этой глазурью уже можно украшать куличи. Я миску установила на кастрюлю с горячей водой, чтобы глазурь у меня раньше времени не застыла, чтобы я успела глазурью покрыть куличи. Этой глазурью кулич надо покрывать очень быстро, так как агар-агар фактически сразу застывает. И сразу же сверху кулич я буду украшать посыпками. Сегодня я украшаю миндальными орехами и вот такими небольшими посыпочками. Получается вот такой очень красивый кулич. И фактически глазурь уже застыла на данном этапе. Посмотрите, я куличи украсила глазурью, и у меня прошла буквально минута после того, как я украсила их. Глазурь уже полностью застыла. То есть в чем прелесть работы с агар-агаром? Что он застывает, конечно, очень быстро. А в чем трудность? В
том, что, конечно, надо действовать тоже очень быстро, чтобы все успеть красиво украсить. Хочу поделиться с вами рецептом ленивой глазури для куличей и кексов буквально за 1 минуту и всего лишь из 2 ингредиентов. Такая глазурь застывает в течение 10 минут. Она не прилипает и не крошится. Для приготовления ленивой глазури мне понадобится. И также я подготовила цукаты и орехи, которыми украшу куличи сверху. В сахарную пудру постепенно буду добавлять молоко и хорошо перемешивать. Глазурь я хочу сделать густой, поэтому молока не понадобится много, примерно 2-3 столовые ложки, не больше. Сейчас, чтобы она быстрее застывала на куличах, я отправлю ее буквально на 15 секунд в микроволновку. Можно ее также прогреть и на водяной бане в течение где-то 1 минуты. Посмотрите в итоге, какая получается консистенция глазури. Вот так выглядит глазурь после того, как я прогрела ее в микроволновке. Она получается такая блестящая, красивая, и она очень быстро застывает, поэтому сразу же украшаем куличи. Опускаю кулич прямо шапочкой в глазурь. И сразу же сверху украшаю. Если вы видите, что глазурь начинает застывать, можно отправить ее еще немного в микроволновку и прогреть. Глазурь застывает очень быстро. Буквально через 10 минут куличи можно уже перевозить. Видите, глазурь полностью застыла. Абсолютно не липнет. Готовлю цукаты из апельсиновых корочек. Эти цукаты можно использовать для выпечки куличей, пирогов, булочек. Готовятся они просто. Апельсины продаются везде. А вот такие вкусные нежные цукаты не всегда можно найти в продаже. Но теперь вы их с легкостью приготовите дома. В первую очередь для приготовления цукатов надо подготовить апельсиновые корки. Апельсины очищаю. Корочки можно заготавливать постепенно. Съели апельсин, корочки сложили в пакет и отправили в морозильник. И потом, когда набралось нужное количество корочек, можно приготовить цукаты. Конечно, предварительно апельсины надо хорошо помыть. Из 4 апельсинов у меня получилось 325 граммов апельсиновых корочек. Заливаю их чистой водой. Надо, чтобы все корочки были погружены в воду. И оставляю их таким образом примерно на часов 12. Периодически буду менять воду. Это нужно для того, чтобы из корочек вышла горечь. У меня прошло примерно 12 часов, и я около 4 раз меняла воду. Каждый раз вода получается такая ароматная и окрашивается от корочек в желтый цвет. Сейчас выложу их в сито. Если вы готовите цукаты для того, чтобы добавлять их в выпечку, например, в куличи, тогда я рекомендую корки порезать средними кубиками. Если же вы хотите сделать просто цукаты, такие конфеты с апельсиновых корок, можно порезать корки соломкой. Я буду нарезать кубиками. Порезанные корки перекладываю в кастрюлю. Заливаю все чистой холодной водой. Добавляю примерно 1 чайную ложку соли. Доведу все до кипения и проварю корки примерно 5 минут. Все это нужно для того, чтобы окончательно избавиться от горечи. Проварила корочки первый раз. Теперь сливаю эту воду через сито. Сами корочки промываю и буду варить их еще 1 раз. Снова заливаю чистой водой. Сейчас воду я уже не солю. Снова доведу все до кипения и проварю еще буквально пару минут. Второй раз проварила корки и теперь сливаю их через сито и хорошо промываю. Сейчас я ставлю вариться сахарный сироп. В кастрюлю с толстым дном всыпаю 350 граммов сахара, вливаю 150 мл воды. Довожу все до кипения и до полного растворения сахара.
кипящий сироп я вливаю 50 мл лимонного сока, чтобы цукаты были не приторно-сладкими. Лимонный сок сбалансирует вкус. И теперь всыпаю сюда корочки. Варю корочки в сахарном сиропе до полного испарения жидкости. Когда масса закипела, делаю огонь чуть тише, готовлю на среднем огне. Периодически буду помешивать. Аромат, конечно, стоит просто потрясающий. По мере уваривания корочки становятся вот такие более прозрачные. Посмотрите сейчас, какие у меня уже получаются цукаты. Здесь еще на дне есть немного жидкости. В принципе, если вы хотите, можно оставить цукаты в таком виде. Получится как такое варенье. Можно использовать, подавая его к чаю, либо добавлять как начинку в пироги. Я же буду делать именно такие более сухие цукаты, поэтому полностью выпариваю всю жидкость. Всего для того, чтобы выпарить жидкость, у меня сейчас ушло примерно около часа. Сейчас цукаты я уже постоянно помешиваю. Вся жидкость выпарилась. Посмотрите, у меня уже абсолютно сухое дно. Кастрюлю снимаю с плиты. Выкладываю цукаты на противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. И так их хорошенечко распределяю, чтобы они лежали вот так достаточно свободно. Какие они получаются красивые, такие солнечные. Если у вас в помещении не слишком влажно, тогда можно оставить цукаты подсыхать прямо на столе. Многие из вас знают, что я живу во Вьетнаме, и у нас, конечно, здесь очень высокая влажность. Поэтому я отправляю противень с цукатами в духовку при минимальной температуре. Это у меня 100 градусов, примерно на 50-60 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке и до какой степени вы хотите подсушить цукаты, чтобы они были прям такие сильно сухие или чуть-чуть влажные. Я, например, люблю, чтобы цукаты были слегка влажные, поэтому я думаю 50 минут вполне будет достаточно. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Цукаты я достала из духовки. Какие они получились красивые, такие действительно очень солнечные. И я их не пересушивала. Они у меня остаются такие достаточно мягкие. Сейчас я их оставлю остывать на столе, а затем просто переложу в какой-либо герметичный контейнер и буду использовать тогда, когда мне надо. Но я вам хочу сказать, что эти цукаты настолько вкусные, что их хочется есть вместо конфет. Всего в итоге у меня получилось примерно 550 граммов вот таких замечательных цукатов.